а теперь нам надо отработать с вами мазок. Я себе нарисую вот так вот линию, чтобы вам было более понятнее. Ровную линию. Для мазка кисть я пропитываю материалом. Либо это, давайте с гель-краской немного разбавим для плотности. Для мазка у меня на кисточке немного материала. Она пропитана, но никаких капель на ней нет. И лопатка, если у вас будет мазок не острый, а круглый, то кисть вы разжимаете вот такой вот лопаткой. Вот. Она автоматически, то есть когда вы вот так ее пропитываете, то она автоматически от того, что вы прижимаете ее, она становится не остренькой, а именно такой вот лопаткой. И вы берете, ставите кисть, делаете нажим и поднимаете. Вот такой у вас мазок. Естественно, чем дольше вы держите этот нажим и только потом приподнимаете, тем длиннее ваш будет мазок. То есть, если вам надо маленький мазок, то вы нажали на кисть и тут же приподнимаете. Нажали на кисть и тут же приподнимаете. Потренируйтесь также делать разной величины мазочки, длиннее, короче. Теперь потренируемся сделать остренький мазочек. Набираем на кисть. Тут уже вы можете не делать лопаткой, а просто вот так, когда вы пропитываете кисть, немного протягиваете. Таким образом она складывается у вас в более острый носик. И вы, когда кисть подносите к поверхности, вы немного не нажимаете, не прижимаете ее сразу, а немного протягиваете кончик кисточки. И только потом вы делаете нажим и снова приподнимаетесь. И у вас получается вот такой остренький мазочек. Снова немного протянули, нажали и подтянули. То есть у вас всегда будет присели на кисточку, подтянули, присели, подтянули. Сразу нажали, подтянули. Это будет овальный мазочек. Протянули и только потом нажали. Это острый мазок. Также потренируйтесь их делать в разные стороны. То есть вы берете и делаете эти мазки разного размера, разворачивая в разные стороны. Доводите до автомата, то есть до автоматизма свои действия. Очень рекомендую вам взять отдельно типсу, не пожалеть, а то и несколько, и просто потренироваться рисовать ваши мазки разной величины, в разных направлениях. Это очень помогает вам потом. Вы уже свою руку доводите до автоматизма. Эти мазки у вас становятся уже проработанные, и вам будет проще рисовать. То есть все только с практикой. С практикой и количеством времени, потраченное на отработку. Так, теперь у нас с вами будут еще мазки. Не одинарные, а мы их будем с вами расширять в цветочках. Например, мы сделали, нажали, сделали мазочек. Рядышком мы взяли и сделали еще один. И у нас вот такой с вами либо лепесточек, да, у цветочка, бутончик. То есть очень часто мы будем с вами рядом с одним мазочком, рядышком пристроились второй мазочек.
И таким образом вы можете себе и 3 мазочка поставить, смотря какой величины вы хотите ваш лепесток. Еще очень важное упражнение — это тушевывание светлого тона в ваш лепесток, либо листок. Мы это будем в каждом уроке делать, поэтому отработать это надо 100%. Мы набираем небольшое количество на кисть вашей краски, либо гель-лака. В основном это будет у нас уже с краской. И мы делаем, вот у нас какая-нибудь из сторон, вы выбираете без разницы и начинаете добавлять светлый тон. Для этого нам надо убрать все лишнее с кисточки, то есть вы добавили мазочком светлый тон, убрали все с кисточки. Теперь кисть я практически укладываю и без нажима, захватывая вот этот вот светлый тон, вот так вот без нажима, еле прикасаясь, втушевываем в ваш гель-лак светлый тон. У вас должен быть плавный переход от темного к, то есть от светлого к темному, от темного к светлому. Еще раз попробуем. Набираем небольшое количество, это очень важно, просто на носик. И добавляем мазочком светлый тон, убираем салфетку все лишнее, укладывая немного кисть, я этой лопаточкой вот так вот поглаживая, очень нежно по головке, как бы поглаживаем мы. Вот так вот у нас получается втушевывать наш светлый тон. Очень плавно и красиво должно быть. Так что потренируйтесь. Еще у нас будут с вами дополнительные мазки в акварельной технике. Что я для этого делаю? Вот мой спирт стоит рядышком, у меня всегда он стоит рядышком. Я дотрагиваюсь вот так вот носиком и переношу, например, в этот цвет. И он у меня становится вот как в акварельке, более светлый за счет того, что мы добавляем в него спирт. Спирт у нас служит как бы водичкой. И вот этим вот светлым цветом, также на кисточке у меня чуть-чуть, никаких капель, все в меру. И добавляем вот такие светлые мазочки. Чем больше вы добавите спирта и меньше количество вашего цвета у вас, тем светлее будут ваши мазочки. Акварельные мазочки. Также потренируйтесь, но в принципе здесь вот просто вы вот такие полупрозрачные акварельные мазки. Для этого мы и бафим, либо перекрываем матовым топом, чтобы мы смогли вот такие элементы добавлять в нашей росписи.